Всем огромнейший привет! С вами Екатерина и Обустроено. Если вы с нами впервые, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик и добавляйтесь в друзья ВКонтакте, а также в нашу группу ВКонтакте, в которой и хранятся все шаблоны. Мы продолжаем с вами трудиться над нашей шляпной коробкой с тропическими цветами и займемся созданием такого цветка, как фрезия. Может быть, кто-нибудь скажет, что цветок не такой уж и красивый, и среди тропических можно найти и покрасивее. Но в качестве дополнения он мне очень-очень нравится. Итак, что мы будем использовать? Использовать мы будем сегодня 1-миллиметровый китайский красный фоамиран. Чаще всего встречается цветок желтый с красной тонировкой в нижней части и красный. Итак, что мы делаем? Нам нужно вырезать сначала прямоугольники, а из прямоугольников мы будем уже вырезать с вами лепестки. Отрезаем полоску 16 на 5,5. Складываем пополам. И еще раз пополам. Таким образом мы вырезали первые 4 лепестка. Теперь складываем каждый кусочек пополам. Закругляем в нижней части, то есть вырезаем капельку. Следующую полоску мы вырезаем размером 6 на 24. Теперь складываем пополам, разрезаем. И теперь делаем следующее. 1, 2. То есть из каждой полоски у нас должно получиться по 3 лепесточка. Следующий ряд лепестков — это лепестки, которые мы будем вырезать из прямоугольников размером 8 на 5. И таких лепесточков нам потребуется 4 штуки. Следующие 4 лепестка размером 8,5 на 5. И последний ряд — это 9 на 5,5. И теперь беремся за тонировку. Тонировать я буду сухой пастелью. Беру губку, немного ее увлажняю и тонирую в нижней части. Вот так, немного легкая такая тонировка. Теперь берем утюжок, берем наши лепестки, прогреваем. И вытягиваем. Вот что у нас должно получиться. Аналогично поступаем со всеми лепестками всех размеров. Теперь берем 4 флористических проволочки. У меня толщиной 1 мм. Фиксируем тейп-лентой. Обматывать проволочки мы будем зефирным фоамираном, потому что на тейп-ленту
на тейп-ленте очень плохо держится клей. Теперь берем кусочек фольги и собираем капельку, которую закрепляем в верхней части нашего стебелька. И теперь, начиная с самых маленьких лепестков, приклеиваем к нашей капельке. Закрепить нужно так, чтобы фольгу было не видно. И таким вот образом, елочкой, если можно так сказать, закрепляем все лепестки. Теперь берем еще 3 лепесточка маленьких, такие как мы использовали для первого ряда, и темно-зеленую пастель. У меня сухая. И хорошенечко так тонируем. Один маленький листочек мы приклеиваем вот здесь в нижней части, там, где мы закончили клеить. И теперь 2 наклеиваем по центру. Вот так. Все. И теперь уже обматываем тейп-лентой, как положено, захватывая нижнюю часть. Цветок может состоять как из одиночной веточки, так и из нескольких. Это уж смотрите, сколько у вас места останется в шляпной коробке на вот такие приятные дополнения.